Впервые в мире 16 борцов со всей Украины сойдутся в бескомпромиссных поединках по бразильскому джиу-джитсу в ГИ и ноу-ГИ в рамках реалити-шоу «Львы ТМС». Миссия – досрочная победа в каждой схватке. Цель – стать чемпионом проекта. Их наставниками станут черные пояса по бразильскому джиу-джитсу Евгений Скирда и Виктор Горбовский. Это «Львы ТМС», и мы начинаем. В этом выпуске «Львы ТМС». Неожиданная травма Ярослава Блажко может поставить крест на его полуфинальном поединке против Романа Непоты. Надеюсь, что до поединка моя нога восстановится. К сожалению, мало времени, но имеем то, что имеем, постараюсь быть готов. В другой схватке Сергей Коркач и Константин Шутко обещают не разочаровать своей борьбой. Будем показывать красивую борьбу, бороться. Я хочу, чтобы это было красиво, я хочу, чтобы это было зрелищно. Это «Львы ТМС», украинский прайд.
Подходя к этому поединку, я себя чувствую в очень хорошей форме. У меня хорошее состояние моего тела, состояние моего рассудка, моих мыслей. Мысли у меня абсолютно чисты, и я настроил себя на хороший поединок. Я хочу, чтобы это было красиво, я хочу, чтобы это было зрелищно. В данный момент психическое состояние, то есть все хорошо, то есть нету такого, как я сам удивлен, как у меня всегда на соревнованиях есть мандраж, сейчас его нету, то есть я себя спокойно чувствую, то есть обычные тренировки, то есть ничего такого нету. Тактика одна – навязывать свою работу. Всегда, когда мы выходим в борьбе работать, самое главное, что мы навязали свой стиль борьбы и не дали сопернику работать. Постоянно атаковать и заставлять его защищаться. Да, я хорошо знаю Костю, видел, как он борется на соревнованиях, видел, как он борется на тренировках. Ну, как такового плана нету. Думаю, как получится, так и будем бороться. То есть я знаю, как он борется, а он знает, как я борюсь. То есть здесь что-то планировать, я думаю, не стоит. Скажу, что это очень интересно. Сейчас вместе с Сергеем мы живем в одной комнате. Это, можно сказать, межкомнатные войны. Можем, в принципе, решить свои вопросы там. Но, выходя на ковер, мы выходим бороться и показывать себя на 100%. Мы не будем в какой-то степени жалеть друг друга, мы будем выкладываться. Да, мы с Костей живем в одной комнате. Ну, пока все хорошо. Я думаю, мы не будем ссориться. То есть мы с одного клуба, я думаю, что это не стоит того, чтобы ссориться за каких-то соревнований. Что будет, то и будет. Все, что я могу пожелать своему сопернику, это удачи, хорошей борьбы, хорошего настроя. То, что нам необходимо и то, что нам нужно. Ну, Кости, своему сопернику в данный момент могу пожелать удачи, победить сильнейший. Ребят, вышли на улицу сделать небольшую разминку, поработать над функциональной подготовкой. Внимание, пацаны! Первое задание будет, сейчас бросаем мяч, но бросаем произвольно. Кто мяч не поймал, тот делает 5 отжиманий или 5 приседаний на выбор. Тут надо быть внимательным, все время за мячом следить. В любой момент вам могут бросить. Да, предстоит мне встретиться с моим одноклубником, с Ромой Непотой. Будет очень трудный поединок, потому что, как я уже говорил до этого, я его прекрасно знаю, и в то же время он меня отлично знает, знаем все сильные и слабые стороны. Да, я думаю, это будет очень хорошая схватка, очень сильная. Уверен, Ярик покажет достойную борьбу, он будет идти до конца, он так просто не сдастся, победу не отдаст. Думаю, это будет очень зрелищная и хорошая схватка. К сожалению, есть минусы борьбы с тяжеловесами. Вчера немного в первой схватке травмировал ногу. Я знаю, что Ярик получил травму за выход в полуфинал, что соперник был тяжелый, такое бывает в спорте. Я знаю, что Ярик будет выходить бороться, то есть это очень хороший, мужественный поступок, очень достойный, что человек, зная, что он травмирован, все равно идет на схватку. Но это очень хорошо и очень показывает его как борца. Надеюсь, что до поединка моя нога восстановится. К сожалению, мало времени, то есть, как на предыдущих этапах, нет несколько дней отдыха, то есть для того, чтобы более восстановиться, было больше времени. Но имеем то, что имеем, постараюсь быть готов. Я за честный спорт, то есть если я знаю, я 100% знаю, что мой соперник травмирован, я буду работать аккуратно.
без резких таких движений, чтобы не травмировать. Я даже думаю, что в этом нету никакой чести, когда ты знаешь, что у человека, например, больная нога, ты специально берешь эту ногу, ломаешь, лишь бы выиграть. То есть это как бы не очень правильно. Да, я очень рад, что у меня есть такой спарринг-партнер, как Рома Непота, потому что мы всегда вот в борьбе, на тренировках, мы всегда очень агрессивно работаем. Он помогает мне расти, я помогаю ему расти, и вот за счет этого мы прогрессируем в нашем виде спорта. Всем привет! Это ваш комментатор Янис, уже 7-я серия Львы ТМС, и у нас полуфиналы. Осталось 4 самых скилловых, заряженных и опасных борцов. Истекающее жиром зрелище мы ожидаем с вами в сегодняшних поединках. Поехали! В первом полуфинальном поединке сойдутся Сергей Коркач, город Крапивницкий. Константин Шутко, город Крапивницкий. Сергей Коркач, мастер рычага локтя, против универсального киллера разных суставов Константина Шутко. Начали. Итак, поехали. Пулит-гард Константин Шутко. Сразу же, кстати, беремболит оппонента, переворачивает его. Сейчас может выйти за спину Константин Шутко. Да, именно это и делает. Очень крутой выход. Контроля корпуса там еще нет, крюки не пробиты. Но, кстати, есть захват на шее. Трудно так задушить, мне кажется, но вполне возможно. С ручищами-то, как у Константина Шутко. Очень-очень сейчас в опасном положении Сергей Коркач. Пока что нет еще бэкмаунта у Шутко, но в целом, конечно же, Коркачу надо как-то менять позицию, сваливать отсюда. Вот сейчас переворачивает его Константин Шутко, будет таки забирать спину. Один крюк слева есть. Так, окей. Что будет дальше? Будет ли забирать спину Константин Шутко? Коркачу как-то надо выходить из этой позиции. Конечно, очень быстрый такой старт взял Константин Шутко. Сразу начал доминировать и давить. Одного крюка нет у Константина Шутко, но все равно очень плотно контролирует он Сергея Коркача. Вот есть у него, кстати, рука под шеей сейчас. Второго крюка до сих пор нету. Но вполне можно атаковать с такой позиции. Да, есть замок и тянет, кажется, шею Константин Шутко. И сдается Сергей Коркач. Это было не удушение, это был болевой на челюсть, но это, безусловно, чистая, очень мощная, быстрая победа. А в этой схватке победу одержал Константин Шутко. Ожидал от соперника, что будет быстрый и жесткий напор, но, наверное, немного не настроился. Сейчас в следующем поединке в кимоно будем стараться. Поединок, в принципе, начался, как и обычно, мы начали садить. Я сел в фуллгард, мой соперник начал работать. В принципе, ничего необычного. Я сработал на реакции, я быстро среагировал на его движение и дал правильную контратаку, и так уже продолжил, связал свои движения. Я хотел сделать прием Маталео. Это когда мы делаем удушающий со спины. Но получилось так, что первый раз я захожу, и мне мешает челюсть соперника, очень плотно была челюсть вниз, и я не мог завести свою руку. Второй раз я также начинаю заходить, но уже моя рука идет по касательной, разворачивается его челюсть, и я понимаю, что нужно уже делать хоть какой-то болевой. Это, в принципе, было неправильно в какой-то степени, то, что это не был удушающий, это больше он ломал шею, но все же болевой с болевой. Итак, время следующего полуфинала в формате ноги. Роман Непота, город Крапивницкий. Ярослав Блажко, город Крапивницкий. Блажко против Непоты. Возможно, самое жаркое, что могло случиться на нашем турнире, случится именно сейчас. Начали. Итак, схватка начинается. Интересно, с каких технических действий зайдут спортсмены. Это даблгард пул, ну что, в принципе, ожидаемо. Ярослав Блажко снизу, Роман Непота сверху. Вот прыгает с захватом шеи, посмотрите, там, кстати, есть захват на шее, но не кажется он мне плотным и опасным. Да, Ярослав Блажко шею свою достаточно легко освобождает. Окей, Непота сверху, Блажко снизу. Что будет делать Роман Непота? Проходить гард или, может быть, сразу заходить на приемы? И, кстати, снизу Ярослав Блажко тоже вполне себе может делать приемы, может вязать ноги, атаковать их. Непота прижимается, и, видимо, он выбирает вариант с проходом гарда. Есть обратная делахива у Ярослава Блажко. Что будет делать? Подкручиваться. Да, подкручивается. Беремболит оппонента. Ну, не очень у него получается пока лишить равновесия своего соперника. Что ж, смотрим дальше. Непота снова делает кувырок. Никаких дивидендов из этого особенных не получает. Пытается схватить руку, но там есть гард у Ярослава Блажко. Он, конечно же, сейчас все контролирует. Снова у него есть обратная делахива. Интересно, какой план с этой самой обратной делахивы? Вообще не самая популярная техника в ноуги, насколько я знаю. Пытается пройти гард Непота, у него это не получается. Блажко защищается достаточно уверенно, вяжет ноги. Вот, снимает обратную делахиву с себя Роман Непота. Видимо, некомфортно ему все-таки с завязанными ногами бороться.
и пытается пройти гард. Этого сделать Блажко не дает, и как раз таки в первую очередь, наверное, за счет вот этой заправленной обратной делахивы. Очень связывает она движение Романа Непота, снова делает свой вот этот кувырок. Знаете, я бы назвал это техническое действие с кувырком за спину оппонента и захватом шеи гильотина ролл. Или, что еще круче, наверное, даже я бы назвал это Непота ролл. Давайте так и будем это техническое действие дальше называть. Также Непота сверху, его ноги завязаны, пройти у него особенно не получается. Ярослав Блажко хорошо, уверенно работает снизу. Ну и пока что есть некоторый натиск такой от Романа Непота. Сейчас вот пытается выйти он на армбар. Неплохо было. Ну, конечно, Блажко всю эту штуку считал и достаточно уверенно защитился. Вытащил сейчас Непота оппонента в центр ковра, чтобы продолжать битву оттуда. Ну и, собственно говоря, битва продолжается. Был некоторый такой стартовый спурт от Романа Непоты. Он как-то взвинтил темп и пытался продавить, что ли, своего соперника. Но сейчас схватка успокоилась. Такая размеренная позиционная борьба. Ну, вообще, Submission Only такая штука, что в любой момент может что-нибудь прилететь. Поэтому расслабляться, безусловно, нельзя. Непота снова встает на колено, пытается продавить гард оппонента, но там обратная делахива. Да, очень клево с этой обратной делахивой работает Ярослав Блажко. Прям вот вообще контрит попытки прохода гарда именно с обратной делахивой. Беру свои слова назад. Отлично работающий прием, однако в ноги. Ну, по крайней мере, у Ярослава Блажко. Непота снимает ноги, да, вот наконец он смог оторваться от своего соперника. И что, возможно, проходить гард надо как-то на ногах. Да, вот сейчас прижимается, берет дабл андер Роман Непота, пытается продавливать. И, кстати, неплохо у него это получается, но сворачивается Ярослав Блажко, выходит в черепаху, Непота хватает шею. И там, кстати, мне кажется, есть захват. А если контроль корпуса? Контроль корпуса тоже есть, захват есть. Вот сейчас тянет гильотину. Будет ли сдача, пойдет ли приемы Непоты? Выглядит неплохо. Блажко отжимается, ну да, сдаваться он не собирается, в принципе легко отжался, и сейчас спортсмены будут перенесены в центр ковра. Что ж, ну, крутая техничная схватка, да, аплодисментов, безусловно, достойны оба. Погнали дальше со стойки. Я думаю, что сейчас у нас снова будет гардпул. Ну зачем бороться со стойки? У нас же тут Submission Only в конце-то концов, а? Блажко делает такую попытку выхода за спину, но достаточно скромную. И в итоге, да, опять-таки пулит гард, заправляет свою излюбленную обратную делахиву. И Роман Непота, мне кажется, не совсем знает, что с ней делать. Ну, безусловно, да, надо защищать ноги, как-то отрываться и проходить гард, не сильно прижимаясь к Ярославу Блажко, потому что вяжет он, конечно же, прекрасно. Снова завязана нога у Романа Непоты, на этот раз с помощью обычной, традиционной делахивы. И Блажко, конечно, эти техники использует просто, блин, великолепно. Роман Непота прижимается, вот сейчас он, кажется, схватил ахилл, да, хватает правую ногу оппонента, там есть плотный захват на ахилле, но контроля ни бедер, ни корпуса у него нет, я не думаю, что такой прием пойдет, да, вот пытается взять на скручивание стопы, это тоже не получается, ну такая была попытка, просто попробовать, чтобы вяжет оппонента Ярослав Блажко. Получается у него это очень круто, ну а будет ли сам атаковать? Пока атакует Непота, вот пытается подтянуть шею, возможно, на дарс своего оппонента, но сделать этого не получается. Блажко гард свой пройти не дает, как, собственно, не дает и заходить Роману Непота на какие-то приемы. Треножничек оформляет Ярослав Блажко. Круто, красиво, технично, но получить с этого какие-то бонусы или хорошую позицию для себя у Блажко не получается. Вяжет делахивами с обеих сторон своего оппонента Ярослав Блажко. Непота, возможно, опять пытается выйти на дабл-андер. Да, кстати, неплохо у него это получается. И сейчас он продавливает гард своего соперника. Что, будет ли там контроль? Да, уже отжаты бедра Ярослава Блажко. Непота забегает и, кажется, законтролирует таким вот сайд-контроль. Ну что ж, окей. Поздравляем Роман Непоту с сайд-контролем. Хотя прижаться и зафиксировать позицию у него все еще не получается. Блажко защищается, но вот продергивает под себя руку Роман Непота. Сайд-контроль зафиксирован. Окей, что будем делать дальше? Отсюда, конечно, уже надо атаковать. У нас, в конце концов, Submission Only. Баллы за сайд-контроль мы не получаем. Пытается пройти в север-юг Роман Непота. Видимо, есть у него какие-то планы насчет атак именно из этой позиции. Ярослав Блажко пока восстанавливаться не спешит, но на самом деле сделать ему, конечно же, это сейчас будет достаточно сложно. Окей, что будет дальше? Какие атаки мы увидим от Романа Непота? Смотрите, кажется, вот пытается отжать руку оппонента Роман Непота, но Блажко все это читает, видит, прекрасно защищается и в итоге восстанавливает гард. И у нас есть закрытый гард от Ярослава Блажко. Окей, Непота будет снова проходить. Да, ставит колено и будет продавливать.
Или что будет делать Роман Непота? Пытается сейчас захватить руку, но Блажко этого сделать не дает. Сам, кстати, может выйти сейчас на ногу, но нет там какого-то особого контроля. Да, счистит эти ноги достаточно легко Роман Непота. Пока что мы практически не видели атак от Ярослава Блажко, но мы видели в его исполнении много прекрасной и очень качественной защиты от атак Романа Непоты. Кстати, нужно сказать и отметить то, что на эту схватку Ярослав Блажко вышел с травмированным коленом, за что ему, безусловно, честь и хвала, но мы не знаем, насколько это самое колено сейчас ему в борьбе мешает. Окей, снова обратная Делахива от Ярослава Блажко. Непота пытается всю эту грязь с себя счистить, закручивается Блажко, вот прихватывает как будто бы на болевую ногу, но нет, отсюда, конечно, что-то сделать будет достаточно сложно. Встает на ноги Роман Непота, пытается подцепить бедра Блажко, и да, действительно, единственный способ пройти гард, кажется, для него сегодня это дабл андер, но в этот раз тоже ничего такого сделать у него сильно не получается. Блажко гард защищает, а вот он дабл андер, но нет. Таки Блажко сворачивается в черепаху, хотя сейчас вполне возможно, что Непота таки проход гарда оформит. Да, есть у него колено на животе, гард Блажко снова пройден. Ну что ж, мы ждем атаки от Романа Непоты. Кстати, есть у него захват под шеей, но нет, меняет он его на захват на руке, пытается атаковать руку, Блажко защищается и вновь гард восстанавливает. И может быть даже будет контратаковать ноги. Будет? Нет. Непота свои ноги вытаскивает, контроля там никакого нету, и Непота будет проходить гард. Снова осталось у нас 17 секунд, ну тут надо, да, прямо проходить, как-то продавливать и быстро пытаться сделать прием, потому что, ну, другого тактического хода ни для одного, ни для другого я не вижу. Блажко защищается, кажется, Блажко форсировать уже не будет, да и осталось 5 секунд, Непота забегает, вновь у него есть сайт, выходит на рычаг, но нет, уже не выходит, потому что закончилось время. Орел, решка. Решка. Готов? Время. Начали. Серия пенальти нас ожидает. Ярослав Блажко первым занимает спину, пытается пробить руки. Кстати, есть у него какой-то захват. Покажите, где? Нет, захвата нет на шее, даже на челюсти нет. Снимает эти руки с себя Роман Непота, но Блажко его контролирует. Пока что свалить из позиции у Непота не получается. Блажко пытается пробить руки, пробивает руки. Нет, не дает Непота пробить руки себе под шею. Но, в принципе, контроль у Блажко остается. И будет продолжать атаковать Ярослав Блажко. Напомню, что по таким правилам нужно сделать прием как можно быстрее. Потому что если ты сделал прием за минуту, а твой соперник сделал прием за 40 секунд, то ты проиграл. Блажко на спине держится хорошо. У Непота не получается снять с себя крюки и как-то освободиться. Но у Блажко, в свою очередь, не получается пробить руки под шею или хотя бы под челюсть Роману Непоте. Вот сейчас есть там какой-то захват, но он очень высоко, да, и есть захваченная рука у Романа Непота, он, конечно же, это все со своей головы, со своей шеи снимет. Снова какой-то захват есть у Ярослава Блажко, и сейчас он очень вкладывается в этот захват, в эту попытку удушения. Нет, снимает с себя руки Роман Непота и выкручивается из позиции бэкмаунт. У него ушло на это 1 минута и 9 секунд. Минута 0,9. Рома, бери спину. Готов? Начали. Погнали, теперь бэкмаунт берет Непота. Кстати, он у нас же участвовал в серии пенальти и очень быстро тогда задушил своего оппонента. Ярослав Блажко, конечно же, спортсмен высокого уровня, опытный, да, также не дает он пробить руки себе под шею. Пока что у Непота ничего особо не получается, но у него есть зато треугольник на корпусе, что, конечно же, хорошо контролирует Ярослава Блажко, и выйти из этой позиции ему сейчас будет крайне сложно. Но пока что с руками на своей шее Блажко вроде справляется, хотя вот отсюда нам сейчас не видно. Нет, видно, нет рук
Непоты под шеей у Блажко. Блажко защищается достаточно уверенно, но надо уходить. Надо не только защищаться от приема, но еще и уходить из этой позиции. Уже 40 секунд Непота сидит за спиной Ярослава Блажко. Ну, что же будет делать Блажко? Собственно говоря, ему нужно, конечно же, сваливать. Время-то не особо работает на него. Непота снова пытается пробить руки под шею Блажко. Крутятся спортсмены. Не получается у Непота сделать прием, а Блажко в итоге разворачивается. Этот армбар уже лишний. И зачитан он не будет. Ну и, собственно говоря, Ярослав Блажко с бэкмаунта свалил. Смена позиции. Садимся на руку. Сейчас ситуация такая. Здесь учитывается уже и время выхода во второй позиции. Если Ярослав не сделал прием и Рома не сделает прием, кто раньше, меньше времени использовал для выхода, тот и победил. Либо же будет, кто быстрее сдался. Понятно, да? Готов? Начали. Следующая позиция Spider-Web. Первым на рычаг садится Ярослав Блажко. Непота сразу же закидывает ноги, отжимает голову оппонента. Но, в принципе, это не такая уж и большая проблема для Блажко, мне кажется. Что будет делать Непота? Надо как-то защищаться. Опять же, здесь время работает не на него. Блажко держит захват, пока как-то атаковать и разрывать руки он не пытается. А Непота накатывает на него, встает на колени. И вот Блажко тянется к кисти. Сейчас он таки будет отрывать рычаг, но Непота выдергивает руку великолепным быстрым движением и уходит с позиции Spider-Web. Твоя попытка. Выход за 26 секунд. Непота настраивает себя перед схваткой, очень заряжен и хочет победить Роман Непота. Сразу начинает с давления, пытается выдернуть руку оппонента, убрать вторую руку и классным таким кувырком Ярослав Блажко оказывается сверху, переворачивает своего соперника и забегает в сторону его головы. Но что ему, кстати, Непота сделать не дает. Какой там захват? Есть ли там захват руки? Да, рука захвачена, достаточно плотно у Романа Непота. Пытается выбраться Ярослав Блажко. И при том ему сделать это надо достаточно быстро. И тянет руку Роман Непота, пытается уйти Ярослав Блажко, у него не получается. Это Роман Непота отрывает рычаг локтя и побеждает в этой схватке. В этой схватке победу одержал Роман Непота. По поводу 2 секунд нет, если 2 секунды прошло, то я проиграл, потому что Рома вышел за 26 секунд. Если бы я держался дальше, то есть вы, например, вышел бы за 28 секунд, то проиграл бы я. Поэтому я на последних секундах рискнул выйти. То есть, Рома хорошо прихватил руку и не удалось мне выбраться с захвата, поэтому я уже рисковал последние секунды. То есть мне не было смысла ждать. Я в любом случае проиграл бы. Да, по поводу схватки, как я говорил, что мы друг друга хорошо знаем. Поэтому не удавалось ни мне ничего сделать, ни ему. Так прошли 8 минут изматывающие, устали и уже на дополнительном времени уже решился победитель. Сейчас восстановлюсь, все нормально будет, да. Главное, чтобы колено не тревожилось, сейчас вроде все в порядке. Поэтому буду готов полностью до поединка в кимоно. Мы с Яриком просто что работаем вместе постоянно в зале, на дрилах, знаем друг друга хорошо борьбу. Плюс еще так сложился поединок, что я знал, что у Ярика больное колено и ноги вообще не атаковал. Пробовал проходить гард, работать на руки, удушающие. Поэтому сложился такой рисунок борьбы. Когда уже было дополнительное время, сначала у нас была позиция, когда нас поставили за спину, мы оба вышли с позиции. Потом поставили вторую позицию с болевого на руку. Ярослав вытянул руку, но ему немного не хватило, чтобы доломать, мне удалось вытянуть захват. Когда была моя очередь, тоже вытягивал руку. Он уже был очень близко, чтобы уйти, но все равно получилось дожать руку и сделать болевой. Да, у меня хватит сил на поединок в кимоно. Сейчас пару минут отдохну, восстановлюсь, все будет окей. Очередная встреча нашего вечера уже в формате ГИ. Вновь сойдутся Сергей Коркач, город Крапивницкий. Константин Шутко, город Крапивницкий. Шутко просто зарашил прессингом челюсть Коркача в ноги. Интересно, что будет в реванше. Удачи. Время. Начали.
Итак, Ги, погнали, посмотрим, что у нас будет здесь. Дабл гардпул, сверху оказывается Сергей Коркач, Константин Шутко снизу, поднимает его Сергей Коркач и, конечно, будет счищать себя, потому что мы уже видели, как Шутко умеет работать из закрытого гарда, счищает Сергей Коркач с себя Шутко, но не особо у него это получается, все равно прилипает к нему Константин. И что будет делать? У него там вполне возможен сейчас захват на правой ноге, да, можно атаковать ногу вполне себе из этой позиции, но у Шутко есть еще и вормгард, его любимый, он может свиповать. Посмотрите, вот этот протянутый под ногой у Коркача его собственный же отворот, это вормгард, да, свипует из него Константин Шутко. Очень, кстати, хорошая у него позиция после свипа, можно и спину забрать, и маунт выйти. Кстати, обратный треугольник закрыть отсюда можно, пытается это сделать Константин Шутко, Коркач не дает, разворачивается. Ну что ж, у нас снова такой стартовый атакующий спурт от Константина Шутко, и надо сказать, у него сейчас остается вормгард. То есть опасность для Коркача как бы совсем на самом деле не прошла. Сейчас спортсменов передвинут в центр ковра. Схватка продолжится и, ну, хотя Константин Шутко снизу, но явно-таки он будет сейчас атаковать, подкручивается, что будет делать Беримбола. Отсюда, кстати, может проделать вполне себе флауэр свип Константин Шутко, мы уже это видели, но нет, разворачивается он в другую сторону, пытается свипнуть из ворма, у него это не получается. Коркач сверху, ему надо снимать захват из себя, как-то проходить, но, по крайней мере, сейчас ему нужно оторваться от Шутко, у которого есть вормгард. Окей, что будет делать Коркач? Встает на ноги, прихватывает ноги. Так, как это ему, интересно, поможет? Мне кажется, что никак, а вот у Константина Шутко из этой позиции, на мой взгляд, вариантов достаточно дофига. Снова пытается свипнуть вормгардом своего оппонента Константин Шутко, и у него, в принципе, это получается. Встанет ли Шутко? Не встает наверх, но затягивает на себя Сергея Коркача, и там есть рука. Посмотрите, кстати, сейчас пытается сделать армбар своему оппоненту Константин Шутко, выходит на прием, но Сергей Коркач, конечно же, заранее видел он попытку атаковать свою руку, но сейчас отличная позиция есть у Шутко, есть спайдер-веб, он хорошо в ней держится, отличный у него контроль. И, кстати, продолжает держать лапел под ногой. Вот только сейчас отпустил, обратите внимание, Коркач накатывает, и армбара, видимо, не будет. Да, очень хорошо защищает Сергей Коркач. Сейчас, мне кажется, выдернуть эту руку не получится у Шутко, да. Переходит он в закрытый гард, обратно берет, опять же, левый отворот своего соперника, будет его заправлять. Ну, а может быть, будет, опять же, работать из закрытого гарда. Вот пытается перевернуть соперника Шутко, снова атакует он снизу, Коркач защищается, и выход на рычаг, посмотрите, рука-то захвачена, там есть рычаг локтя, сейчас пойдет прием, сдается Сергей Коркач, вау, какая крутая техничная победа Константина Шутко в ГИ. И мы его поздравляем, это наш первый финалист. А в этой схватке победу одержал Константин Шутко. Да, настроился лучше уже, чем в предыдущей встрече. Но, наверное, все-таки не хватило много уверенности, подготовки, может, ну не знаю. В этой встрече Костя оказался сильнее. Желаю дальше ему еще бороться в финале. Да, настрой Сереги был, он отличался от того, как он уходил без кимоно, как в кимоно. В кимоно он был более настроен, видно было то, что на глазах была видна агрессия, то, что он хочет победить, то, что он хочет выиграть в кимоно. А в свою же очередь я не поддаюсь эмоциям, которые у меня есть. Я стараюсь работать то, что я работаю в зале, использовать те техники, которые постоянно нарабатываю, которые я вижу от других ребят, которые это используют, что-то перенимаю и использую непосредственно в своих схватках. Что я могу сказать про Сергея, это то, что он очень хороший борец. Ему очень тяжело сделать болевые, когда мы делаем это в зале. Наверное, он один из лучших ребят, который защищается от болевых. Ему тяжело вытянуть даже ту же руку, которая вот сегодня у меня получилась. И я скажу так, приедем мы домой, приедем мы в зал, и он меня еще не раз не засабмитит. Друзья, к сожалению, в схватке накануне, в схватке за выход в полуфинал Ярослав Блажко получил травму колена, но тем не менее вышел в полуфинале на схватку в ноу-ги, отборолся. Вы видели все эту встречу, практически 14 минут у нас была схватка. И состояние колена усугубилось, и я как главный тренер принял решение о снятии его с дальнейшей борьбы в полуфинале. Борцы на середину. Ввиду невозможности продолжать соревнования, победу одержал Роман Непота.
У нас в клубе последнее слово за тренером. Он решил не рисковать, чтобы не усугубить дальше травму, то есть снял меня с полуфинальной второй встречи. Там в начале поединка в ноги, то есть хотел плотный крюк запустить и немного ощутил опять болевые ощущения на ноге, доборолся уже, то есть и сейчас чувствую немного больше боли, поэтому тренер решил снять меня с этого поединка. В финале у нас встретятся снова два моих одноклубника, то есть Роман Непота и Костя Шутко. Желаю им удачи, то есть чтобы финальные поединки прошли без травм. Я постараюсь восстановиться и выступить за третье место. На самом деле я рад, что наш тренер принял такое решение снятия Эрика со схватки. Потому что я прям не хотел выходить на схватку в кимоно. Когда мы боролись без кимоно, я старался вообще ноги не трогать, быть максимально аккуратным, но все равно эта борьба бывает разная. Я всегда желаю соперникам это без травм, самое главное, и удачи. Закончились полуфиналы, стали известны наши финалисты. Мы показали сегодня классную борьбу, было очень интересно, захватывающе. Прямо до конца была интрига. Поздравляем вас! И у нас есть для вас такой маленький сюрприз для тех ребят, которые уже отборолись и не смогли принять участие в полуфиналах, четвертьфиналах. Компания TMS, вы знаете, в том году провела большой турнир Wall to Wall. По правилам, в принципе, такие же, как происходит у нас в нашем проекте. Поэтому мы решили, у нас есть два тренера. Они сегодня путем подброса монетки выберут по очереди себе команду из 5 человек. И мы проведем турнир Wall to Wall здесь. Победителем будет от компании TMS и от клуба «Борец» призы. Пятерка, которая выиграет, получает недельный сбор на базе клуба «Борец» в городе Крапивницкий и фирменные футболки TMS. Поэтому немножко хочу объяснить условия. То есть у нас в проекте Wall to Wall не примут участие наши финалисты и ребята, которые будут бороться за третье место, потому что вам надо будет отдохнуть, нам не хватало еще травм, потому что и так двое спортсменов у нас получили травмы. Это Виктор Черненко и Сергей Кинер, которые не смогут принять участие в Wall to Wall. Ребята, вы же понимаете, здоровье прежде всего, вам еще бороться, выступать. Поэтому давайте проведем жеребьевку, или вернее отбор, наверное, правильно. Я бросаю монетку. Кто из вас орел, кто орешка? Орел. Кто орел? Орел. Орел? Вот орел. Орел. Первым отбор начинает Виктор Горбовский. Влад. Сергей Красовский. Богдан. Петр Татовасян. Сергей. Сергей Москаленко. Илья. Виталий Стасев. Анатолий. Андрей Щук. Парни, занимайте места у своих тренеров. Отбор закончен. Я надеюсь, вы покажете классную борьбу в новом формате. Поэтому желаю вам победы одной из команд. И пусть победит сильнейший. Хорошей борьбы, ребят. Ребята, вас ждут следующие правила. Время схватки 8 минут. Выходят два борца, начинают схватку. Если ничья, покидают оба. Выходят следующие из команды два борца. Если один из них выигрывает, он остается на ковре, ему дается 2 минуты перерыва, восстановить силы. К нему заходит следующий с команды соперников. Далее. Таким образом проходят все схватки 5. Если в этом случае будет ничья, будет экстра раунд. Команды выставят по одному спортсмену для продолжения соревнований. Если и в экстра раунде, который будет длиться 5 минут, будет ничья, тогда будет уже позиционная борьба в том формате, как вы уже знаете. Здесь вступает правило замечаний.
Если вы получили замечание, первое замечание устное за пассивную борьбу, второе замечание это уже будет наказание, позиция черепаха. Если по истечению времени 8 минут у вас на 2 замечания больше, чем у вашего оппонента, вы покидаете ковер. Если на 1, нет, вы продолжаете. Понятно, да? Все, такие правила. Желаю удачи. Серега, мне кажется, что все-таки в этот раз Мандраж победил. Ну да, немного не настроился, было чуть. То есть в первой схватке как бы еще не совсем было понятно, да, ну, может быть просто, что мог допустить ошибку и попасться, потому что быстро ты отдал спину. А вот во второй встрече было четко видно, что ты находишься не здесь, потому что даже когда Костя тебе забрал позицию свою излюбленную лапеллы, было непонятно, почему ты стоишь, ведь это здесь баллов нет, свипов нет. Ты понимал, что если ты будешь стоять, он сделает или свип, или выйдет на, ну, на какой-то прием. То есть логичным было бы просто сесть вниз, работать с даблпула. Почему ты так не сделал? Не думал ли ты об этом? Что... До начала схватки вообще не переживал, а потом, когда вышел на ковер, уже немного пошло волнение. И уже, как обычно, не соображал, что я делаю. Было видно, да, что ты отключился. Да, потому что вот интересно было, мы еще приедем все вместе, тоже разберем это вот по таким правилам, то есть нужно понимать, что здесь же нет оценок, и зачем рисковать, например, стоять завязанным, если можно просто сесть вниз и уже работать как бы с того положения, даблпул. По крайней мере, охотиться на ногу, Да, которая ну, постоянно где-то болталась вот так вот. Была возможность ее схватить, отломать, ну, по крайней мере, попробовать. Дерек, ну, у вас борьба с Ромой, как всегда, была. Я вот смотрел схватку. Да, была, наверное, одна на данный момент, и рефери подтвердили, да, ведь, что одна, наверное, из самых крутых в плане техники. Самые яркие. Да, яркая была встреча, но вот как-то у Ромы не было той агрессивности, как с другими соперниками. Может, ты это чувствовал, что все-таки он тебя, как своего одноклубника, Немного жалеет, может быть. потому что, ну, вот мы говорили о том, что на другие схватки он выходил так жестко, атаковал. Здесь он как бы более работал технично, более мягко. Ну, я же говорю, наверное, это сказалось то, что он знал об этом, о том, что есть травма, да, поэтому я тоже старался работать, но только заплетал правую ногу. В начале схватки попробовал заплести больную и почувствовал, что так делать не стоит, и уже всю схватку работал, то есть с обратной деларивы, редко переходил, то есть в обыкновенную делариву вплел второй ногой. На вторую встречу в кимоно ты уже выходил, притаскивая свою ногу. Ну, я тебя снял с соревнований, ты хотел бороться. То есть какая была мотивация? Ты же все-таки опытный достаточно спортсмен, ты же понимаешь, что ты мог усугубить это, и стоило ли все-таки? Да, мотивация была просто хотел бороться, вот и все, да. А по поводу того, что она у меня болела и до этого, но будем надеяться, что в будущем мы еще с ним попадемся тоже вместе, и только будем оба здоровы, и он не будет психологически на подсознании знать, что там у меня что-то больное, мы будем опять же работать, то есть на все 100%. Когда ты выходил с Сергеем Куркачем, заметно было, что он нервничал, ты как-то почувствовал, что уже схватка полностью под твоим контролем, вот особенно в кимоно? Я смотрел на глаза Сереги, я видел то, что в какой-то степени у него была агрессия в глазах. Он думал о чем-то, он хотел выиграть эту схватку. Нельзя было сказать о том, что он не хотел победить или хотел просто как-то закончить это побыстрее. Но когда я взял вормгард, когда увидел то, что он не атакует мои ноги, то, что он не действует, он ничего не делает, я понял, то, что моя схватка. Все, я могу навязываться в борьбу. Мы просто с Сергеем общались на эту тему точно так же, объясняли, почему именно, спрашивали, почему ты хотя бы хоть раз не схватил ногу, она же возле тебя постоянно была. Хоть что-то, хоть какую-то активность проявить. Сказал, что его парализовало в этот момент. Ром, ты вот когда с Яриком боролся, понятно, что ты видел, что у него там проблемы с коленом и не атаковал ноги. Связано ли это с тем, что ты как бы не хотел ему нанести какой-то вред, дополнительно травмировать его? Или, может, все-таки просто не было какого-то момента, какой-то возможности? Когда нас выбрали по жеребьевке вместе с Яриком, я обрадовался, думаю, сейчас будет классная схватка. Потом мы живем же просто в одном номере с Яриком.
И он говорит, болит колено, что не могу. Ну, говорит, он тебя специально так как бы разжалобил, да? Такая Психологически. тактика была. Не знаю, Теперь да. понятно. Может быть. Ну просто если бы выиграл, такой, о, у меня болит колено, я все рванул, а так, ну, проиграл. Это шутки все. И у него болело колено, он хромал. И говорю, ты будешь бороться? Он говорит, да. И я выходил, и, ну, не знаю, не хотел вообще как-то его травмировать дальше, что-то еще. И, ну, вообще не атаковал ноги, чтобы его просто дальше не травмировать. Ну, зачем просто? И гард не проходил в сторону правой ноги, чтобы он не скручивался в эту сторону, не вставлял колени. И, ну, чтобы просто сохранить здоровье, сохранить колено. Ну, в принципе, То у вас есть, получилась очень красочная, Да, несмотря на Я- то, зрелищная ты представляешь, схватка. насколько Рома круче, что у них была равная схватка, при том, что он не атаковал ноги, не обходил в сторону. И показывал такой уровень. Ярик ну, это что на услышит, него можно конечно, смотреть. расстроится, я думаю. Не, я не потому, что там Ярика, просто, ну, не знаю, я даже и не смог. Это Ну, это было видно. Я сразу сказал, то есть и видел по схватке, у тебя не было ни агрессивности в атаках, ничего. Конечно, очень жаль, я сам, скажем, немного расстроился, когда вы начали бороться, потому что я знаю, какую вы показываете всегда борьбу. Далее в Львах ТМС. Перед финалом нашего проекта вас ждет потрясающая новость – турнир Wall to Wall. 2 тренера, 2 команды и шанс снова показать себя тем ребятам, которые выбыли из проекта. Таких эмоций вы еще не видели. Делай! Делай! Ломай, крутись! Львы ТМС. Украинский прайд.